В Луганске украинские силовики весь день ведут массированный обстрел города. По данным врачей, погибли 20 мирных граждан, десятки ранены. Спуститься в убежище пришлось и нашему корреспонденту Ивану Прозорову. Мы сейчас находимся в бомбоубежище вместе с коллегами с других телеканалов и местными жителями. И с улицы то и дело раздаются звуки взрывов совсем рядом, а мы в самом центре города. Дело в том, что несколько часов назад начался интенсивный обстрел Луганска. Снаряды падают практически во всех районах. На востоке города самые страшные последствия. Там мина упала рядом с пешеходным переходом, и 8 горожан погибли. Они спешили по своим делам и не успели укрыться в убежище. Еще один снаряд упал в самом центре, рядом с храмом Пресвятой Богородицы. Он находится неподалеку от здания городской администрации, всего в 300 метрах от гостиницы, где живут российские журналисты. Этот удар мы видели из окна. Там тоже погиб прохожий. Самый центр города, что ни на есть. Вот где-то в 100 метрах, получается, ну не в 100, в 200 расположена администрация. Обстреливают сегодня кварталы Южный, Героев Сталинграда, Гаевого, 50-летие Октября, Каменнобродский район, автовокзал и другие части города. Обстрел ведется из различных типов оружия. Это и минометы, слышные перестрелки из автоматического оружия. Мы были свидетелями атаки с воздуха, слышали звук прилетающего самолета, а затем несколько взрывов. Как заявляют ополченцы, украинские ВВС бомбят районы аэропорта и восточные кварталы. По данным медиков, в результате обстрелов погибли по крайней мере 20 человек и 50 ранены. Они доставлены в больницы города, им оказывают помощь, но информация эта не окончательная, потому что пострадавшие продолжают поступать. Наблюдатели ОБСЕ, которые работают сейчас в Луганске, тоже находятся в убежище. Мы связались с ними, и они рассказали, что выезжали на места взрывов, но потом укрылись от бомбежки. Бои идут и в Лисичанске. Он в 90 километрах от Луганска. Ополченцы сообщили, что по Лисичанску и соседнему Северодонецку украинские силовики били из установок «Град». В результате почти разрушен Лисичанский нефтеперерабатывающий завод. Огромный столб черного дыма виден за много километров. Ночью была повреждена и одна из главных электроподстанций Луганска, в результате чего почти весь город был обесточен. Из-за обстрелов невозможно было добраться до места происшествия и ликвидировать последствия аварии. Сейчас подача электричества в районы постепенно возвращается, задействованы резервные источники.